Здравствуйте! Для того, чтобы ваш антуриум цвел круглый год, нужно за ним правильно ухаживать. В этом видео я вам расскажу несколько своих правил, как я ухаживаю за антуриум в зимнее время, чем поливаю, какими стимуляторами стимулирую именно на активное цветение, чтобы ваш антуриум точно был здоровый. Для этого нужно его подкармливать правильно, ухаживать правильно, и должен быть правильный грунт и дополнительное освещение. Это особенно касается зимнего времени. Так, давайте обо всем по порядку, потому что многие спрашивают, как правильно ухаживать, какой использовать грунт, кислотность и многое другое. Но оказывается, все очень просто, если знать несколько правил. Первое из них — это антуриум нужно постоянно подкислять, если он у вас растет в нейтральном грунте. Что такое подкисление? Мы добавляем лимонную кислоту, подкисляем грунт периодически, не постоянно. И сильно закислять грунт тоже не нужно. В очень кислой среде он, наоборот, начинает болеть. Если у вас уже слабокислая среда для антуриума, то значит подкислять грунт не нужно. Если вы сильно закислите, то корневая у него начинает гнить, это уже проверено. Освещение в зимнее время нужно дополнительное. У меня максимум 35 Вт для антуриума, это будет достаточно. Если у вас солнечное окно, вы проживаете в южном регионе, то, естественно, освещение дополнительно для него не нужно. И так все в порядке. Но, например, я проживаю в Кузбасс, Сибири, у нас еще плюс балкон, то есть освещения для окна этого нет. Оно не считается ни южным, даже не северным, просто нет никакого освещения. И что касается подкормок, я обязательно использую всегда стимуляторы, желательно народные подкормки, которые у нас все есть. Смотрите, у меня вот есть чеснок. Чеснок я применяю уже давным-давно, уже много лет. Считаю, что это один из самых лучших стимуляторов для растения. Главное применять его правильно. Вы часто видите у меня видео именно сухой чеснок. Он у меня уже заканчивается. В основном сейчас применяю для орхидей. Просто так удобно, быстренько размешал и уже поливаешь. Можно для антуриума сделать именно свежий чеснок. Итак, нам понадобится один толстый зубчик на 200 мл воды. Обязательно нужно натереть его, потому что целиком кидать бессмысленно, либо кусочками нарезать тоже бессмысленно. Поэтому лучше его натереть на терке, либо через чеснокодавилку выдавить и положить в какую-либо емкость. У меня вот баночка, контейнер на 1 литр воды, но заливать мы будем сразу не литра. Как раз один зубчик, он разводится на 200 мл воды. Этого будет достаточно. Если у вас очень маленькие зубчики, берите 2 зубчика как раз вот на 200 мл воды. Я заливаю горячей водой в среднем 50-60 градусов и далее будем настаивать примерно 2-3-4 часа. Кому как удобно. Чем больше, конечно, тем лучше. Итак, у меня настоялась чесночная водичка, и это нужно обязательно все слить. В период цветения применяю не только чесночную воду для набора бутонов, но также чесночная вода является отличным источником фитонцидов, которые обладают антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Антуриум часто подвержен различным заболеваниям, у него то кончики сохнут, то ржавчина, то корневая гниль и многое другое. Именно чесночная вода подходит для обеззараживания почвы и для профилактических обработок, но также и для стимуляции роста и для активного цветения. Смотрите, я вам показываю, как раз я все слила, ни в коем случае эти ошметки в грунт не кладем, так здесь не пойдет. Только в огороде можно использовать всю эту органику, закапывать в грунт. Мы берем 200 мл настоя и доводим до 1 литра, то есть 200 мл чесночной воды плюс 800 мл чистой воды. Но, в принципе, можно поливать одной чесночной водой, но я буду добавлять еще один стимулятор. Это янтарная кислота. Янтарная кислота есть разных дозировок. Есть и 400 мг, есть 100 мг, есть 200 мг, есть и в порошке, есть даже янтарин. Кого интересует, как правильно применять ту или иную дозировку, пишите в комментариях. Я вам постараюсь в ближайшее время ответить. Но у меня уже очень много видео со всеми дозировками, и я очень часто отвечаю на эти вопросы. Поэтому, если что, читайте там в комментариях, возможно, увидите ответ. И нам понадобится 1 таблетка
только 400 миллиграмм на этот литр воды. Почему 400? Потому что цветок у меня уже более взрослый, его можно поливать такой дозировкой. Если у вас маленький, берем 200 либо 100 миллиграмм на 1 литр воды. Самое простое — это растолочь между 2 ложками, и моментально он растворяется. Такой настой можно применять не только для того, чтобы продлять цветение, для набора бутонов и для активации корневой, но и для того, чтобы ваш цветок проснулся. И если он долго стоит, например, у вас на одном месте, не дает никаких деток, нет новой листовой массы, и даже он давным-давно у вас цвел, то есть дайте ему некий толчок. Можно поливать как сверху, можно также поливать и в поддон. Сейчас я вам покажу, как можно поливать в поддон. Это цветочки, когда у вас растут вот таких вот технических горшках, там внизу очень большие отверстия, и их можно поливать именно снизу. Очень удобно. Можно поливать также и сверху. Кому как нравится. Такой полив также актуален, если вы боитесь поливать сверху, залить, например, деток рядом, либо воздушные корни. Постепенно через низ все поступит в корневую систему, но нужно буквально там 5-10 минут оставить, далее уже убираем цветок с этой воды, чтобы не было перенасыщения воды и ни в коем случае, чтобы не было сильно переувлажненный грунт. Все делайте в меру. Таким настоем можно поливать один раз в 10 дней, либо один раз в 7 дней. Смотрите на состояние ваших цветов. И обязательно после органики просушивайте грунт. Что значит просушить? Он должен быть полностью у вас сухой. То есть и внизу корневая система должна быть тоже немножечко подсушена. Тогда никаких у вас мошек ни в жизни ничего не заведется. И если всегда подкармливать органикой, то возможно может какая-то быть плесень, но чтобы этого избежать, просушивайте грунт. И грунт обязательно должен быть для антуриума очень рыхлый. Помимо слабокислого pH, он должен быть из торфа, плюс, допустим, цветочный грунт, перлит, либо вермикулит. Многие добавляют кору, но я перестала добавлять кору. У меня высокая влажность, и для антуриума это будет слишком. То есть будет появляться плесень. Когда вы применяете органику, плесень на коре появляется намного быстрее. Имейте в виду это, учитывайте ваш грунт, и тогда можно применять органику просто с легкостью, и антуриум будет у вас красивый, пышный, зелененький, и будет набирать цветоносы. Ну и в конце могу сказать то, что ухаживайте за антуриумом в зимнее время с осторожностью, не открывайте форточки, не делайте ему сквозняки, и если есть по возможности, убирайте от сильно парящих батарей, от которых идет большой жар, чтобы не пересыхал сильнее грунт и кончики тоже не сохли. Ну а на сегодня это все. Заходите на мой канал, смотрите другие видео. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. Всем спасибо и до новых встреч!